Вы когда-нибудь видели, как преображается станция метро, с которой сняли отделку? Сегодня, в марте 2025 года, в московском метро есть сразу несколько станций, где можно полюбоваться оголенными тюбингами. Тюбинг – это не только зимнее катание на ватрушках, а еще и чугунные детали, из которых собирают подземные тоннели. Обычно они скрыты за мрамором, гранитом и плиткой. Сейчас частично ободранные станции – Академическая на оранжевой Калужско-Рижской линии, где посреди платформы строят переход на изумрудную Троицкую линию метро. На серой Серпуховско-Тимирязевской линии полностью обнаженными путевыми стенами временно смущает пассажиров станции Биберево. Полюбившаяся многим Рижская на Большой кольцевой линии БКЛ недолго пробыла в первозданном виде, часть путевого зала уже отгорожена и разбирается под будущий второй выход к Рижскому вокзалу и диаметральным линиям электричек. Зато там возник в некотором смысле паркет, между двух пилонов появился деревянный настил. Но сама выгородка очень сильно заузила платформу, аккуратнее там ходите, пожалуйста. Строго говоря, на Рижской БКЛ путевых стен как таковых нет. Обделка без отделки. Голые тюбинги тоннеля, выкрашенные в черный цвет. То же самое на соседней Савеловской БКЛ. Только там обделку тоннеля можно наблюдать и в зале, как в музее, за стеклом. Это архитектурное решение. Первоначально вообще вроде бы планировалось не закрывать тюбинги стеклом, чтобы тоннель можно было потрогать. Но без стекол слишком много грязи и пыли оседало бы на всех этих чугунных формах. На станции героини сегодняшнего сюжета потрогать тоннель нельзя, если только вы не умеете прыгать на несколько метров вверх. Прыгать в бок к путевой стене чревато самыми неприятными последствиями. На станции тоже идет ремонт с заменой отделки, продлится он до 2026 года, и до тех пор пассажиры сразу двух линий – оранжевой Калужско-Рижской и желтой Калининской, или Калининско-Солнцевской, если вы оптимист, могут наблюдать довольно живописный разгром. Конечно, речь идет о Третьяковской. Для невнимательных СДВГшников, как ваш покорный слуга, эта станция иногда коварно прикидывается Тургеневской, а соседняя с ней Новокузнецкая – Новослободской. Чтобы перестать наконец в них путаться, я и записываю видео. Пора поговорить именно о Третьяковской. Редкой для московского метро пересадочной кроссплатформенной станции, то есть станции с двумя залами, где в каждом встречаются сразу две линии, чтобы одним пассажирам жизнь казалась малиной, а другим приходилось бы карабкаться по лестницам в соседний зал. На схемах линий такая организация Третьяковской изображается как вкрапление желтого кружка в оранжевый кружок и рядом наоборот оранжевого в желтый. Станция одна, но залов-то два, и в каждом проложены пути разных линий. Похожим образом устроена Петровско-Разумовская или знаменитый Китай-город, где потерянно блуждать приходилось и мне, а я родился и вырос в Москве и, как считается, должен обладать встроенным компасом для ориентирования на Китай-городе. Вернемся к Третьяковской. Закопана она в центральном районе Замоскворечья на глубине 15-этажки, 46 метров, и поначалу никакой кросс-платформенностью не отличалась, да и звалась она иначе. Первый южный зал был открыт 3 января 1971 года на тогда еще Калужском радиусе, сразу с пересадкой на станцию Новокузнецкая зеленой линии, Горьковско-Замоскворецкой на тот момент. Названия Третьяковская поначалу не было, новая станция для всеобщего удобства называлась Новокузнецкой по имени старшей соседки. Только 12 лет спустя, в 1983 ее переименовали в честь расположенной наверху Третьяковской галереи, а еще спустя 3 года, в 1986 появился северный зал, ставший западной конечной станцией для Калининской линии. Посмотрим на изменение схемы самой станции. Вот Новокузнецкая Калужско-Рижской линии в 1975 году. Справа переход на более старую Новокузнецкую, слева выход, поезда идут до конечных Беляева и ВДНХ. 1984 год, станция уже Третьяковская, новой северной конечной на линии стала Медведково, в остальном без принципиальных изменений. А это 1989 год, оранжевую линию продлили до Теплого Стана,
Построили второй зал с конечной желтой линии, пробили переход между залами, поменяли схему движения поездов. На этих схемах его нет, с тех пор появился еще один переход на зеленую линию, схема движения пассажиров тоже чуть-чуть изменилась. Ото всех этих сторон света, направлений, названий голова может пойти кругом, да и указатели на самой станции с непривычки пугают. На восток, на север, посадки нет. А где посадка? По счастью, выход со станции всего один, ему присвоен номер 2. Для новичков в столичном метро линии на указателях, схемах и картах обозначаются разноцветными кружками с порядковыми номерами, а выходы или входы одно и то же, желтыми цифрами на черном квадрате или прямоугольнике. Почему на Третьяковке выход 1, но имеет номер 2? Все просто. На пересадочных узлах сквозная нумерация выходов. И номер 1 здесь на станции Новокузнецкая, той самой старой, величественной соседки с зеленой линии. Новокузнецкая – это богатый декор, мозаики профессора Владимира Фролова по эскизам Александра Дейнеки с парящим трактором и самолетом, торшеры на платформе. И если я не ошибаюсь, единственный в городе эскалаторный свод, украшенный лепниной. Снаружи тот самый выход номер 1, уличный вестибюль Новокузнецкой, тоже довольно помпезен, хотя с пассажиропотоком не всегда справляется, и вот даже рекомендуют нам в часы пик пользоваться соседней Третьяковской. Куда мы по земле и возвращаемся легким движением мыши в монтажной программе, меняя время суток. Хоть где-то в наши дни можно побыть волшебником. Выход 2 до появления во главе Москвы Сергея Собянина как такового уличного вестибюля не имел. Под землю просто уходила лестница. Сейчас его накрыли типовым павильоном со стеклянными панелями. В ближайшей окрестности Третьяковская галерея в Лаврушинском переулке с ее 3 корпусами, демонстрирующими, на мой непросвещенный взгляд, архитектурную деградацию. Прекрасный исторический корпус с одной стороны подпираем тоскливым позднесоветским инженерным корпусом, а с другой оскорбительно ужасным новым зданием на Кадашовской набережной с его россыпью оконцев с фотообоями. После такой коробки особенно благостно воспринимаются Скорбященская церковь на Большой Ордынке, Климентовский храм в одноименном переулке или храм святителя Николая в Пыжах. Все в шаговой доступности от метро Третьяковская, куда пора еще раз спуститься, чтобы разобраться в подземном сплетении путей и еще раз поглядеть на станцию без отделки, пока все решительно не отремонтировали. Как уже сказано, станция имеет 2 зала, ранний и поздний, южный и северный, пустой и с художниками. В оба можно попасть из подземного вестибюля с турникетами и не так давно смонтированным потолком в серых оранжевых треугольниках. Обратите внимание на балюстрады эскалаторов в древесном цвете. Сейчас так уже не делают, как будет ремонт, заменят их на серебристый металл. Так что спешите видеть, эскалаторный наклон еще сохраняет свои первозданные теплые тона. Первый, южный зал станции, строился в начале 70-х как бедный братец Новокузнецкой. Без архитектурных излишеств, потому и пустоватый. В смысле декора, а не в смысле пассажиропотока, конечно. Из украшательств тут разве что решетки на дверях гермозатвора внизу эскалаторного наклона и на путевых стенах. Растительный орнамент. Пусть будет так. Стены и частично свод ободраны, капитальный ремонт с заменой гранита и мрамора планируется завершить в 2026 году. Архитекторами южного зала были Валентина Поликарпова и А.А. Марова. К сожалению, ее инициалы расшифровать не удается. Обе они еще проектировали абсолютно функциональный Волгоградский проспект. Это жизнь заставила. До хрущевской борьбы с излишествами в первой половине 50-х годов дамы успели создать новый вестибюль станции Смоленская на Филевской линии, тот, что встроен в дом работников НКВД. Снаружи всего 5 увесистых дверей, 3 на вход, 2 на выход. Внутри высокий объем с нелепыми досмотровыми воротцами и со следами былого величия. Крашенным-перекрашенным деревом будто бы зашиты проходы в сам дом. Однако же начало 70-х другой коленкор. В прошлом уже остались выстроенные на пике экономии 60-х совсем уж голый Волгоградский проспект и другие станции сороконожки, прозванные так за 4 десятка худосочных колонн на платформе.
Возвращаться к сталинскому убранству, как на Новокузнецкой, естественно, считалось зазорным. Во главе угла оставалась модернистская сдержанность. Архитекторы с разной степенью успешности пытались придать отсутствию излишеств хоть какую-то индивидуальную форму. Третьяковской или оранжевой Новокузнецкой, если мы с вами живем до 1983 года, в плане красот действительно не очень повезло. Справочники вежливо описывают ее архитектуру как строгую и лаконичную. Серый мрамор на пилонах и путевых стенах был, серый гранит на полу. В этот зал прибывают поезда оранжевой Калужско-Рижской линии в сторону Китай-города до северной конечной Медведково, а с соседнего пути отправляются поезда желтой Калининской линии в сторону Марксистской до конечной Новокосино. Мне кажется, проще всего так объяснять, не пугая никого сторонами света. В одном торце зала эскалаторы к выходу на улицу, в другом эскалаторы, ведущие с Новокузнецкой. Те работают только на спуск. Попасть на Кузнецкую можно по одностороннему переходу-мостику из центра зала. Есть в южном зале неожиданная аномалия. Проход между платформами под эскалаторами, под теми, что везут пассажиров на улицу. С помощью этого шортката можно сэкономить пару-тройку минут и не топать в центр зала, а сразу перебежать из последнего вагона поезда оранжевой линии, идущего в сторону Китай-города, в последний же вагон поезда желтой линии, идущего в сторону Марксистской. Еще недавно здесь лежала трогательная советская плиточка, но до 2025 года она уже не дожила. Мементо море, деталь была милая, помянем ее добрым словом. Второй мостик из центра южного зала ведет в соседний, более поздний северный зал. Поднимемся и спустимся туда. Переход двусторонний, поначалу стены глухие, а дальше и проемы возникают, откуда можно бросить взгляд сверху на вторую половину станции, тоже с двумя путями. Северный зал явил себя пассажирам 11 января 1986 года. Архитекторы Ремидалов Погребной, роскошное советское имя, Ремидалов это Владимир задан наперед, и Владимир же Филиппов создали совершенно иное пространство, чем аскетичный южный зал. Здесь больше простора и света, пилоны кажутся уже, свод выше, зал декорирован с многочисленными отсылками к Третьяковской галерее, главным его украшением считаются бронзовые барельефы русских художников. С путевых стен на нас смотрят 16 живописцев, сгруппированных попарно. Андрей Рублев и Дионисий, Алексей Венецианов и Василий Тропинин, Карл Брюллов и Александр Иванов, Иван Мартас и Сергей Коненков, Иван Шишкин и Исаак Левитан, Василий Верещагин и Виктор Васнецов, Василий Суриков и Илья Репин и, наконец, Михаил Врубель и Валентин Серов. Все эти работы скульптора Александра Бурганова сейчас выглядят мрачновато. Ну, ты что там, они всегда выглядели мрачно, даже без разбитых путевых стен. В 90-х Бурганов поставил на Арбате позолоченное навершие фонтана принцессы Турандот у театра Вахтангова. Неподалеку там его же Александр Пушкин с Натальей Гончаровой. И, возможно, мрачные живописцы с Третьяковской не худшие работы мастера. Из зала с художниками можно уехать по оранжевой линии в сторону Октябрьской, до южной конечной этой линии Новоясеневской. А по желтой линии отсюда никуда уехать не получится, здесь ее конечная. Сюда прибывают поезда с Марксистской, высаживают пассажиров и идут в оборот, чтобы возникнуть уже в южном зале и отправиться в сторону Марксистской. Из одного торца эскалаторы, как и в соседнем зале, ведут в подземный вестибюль и дальше на улицу. Над порталом размещено панно с фасадом Третьяковской галереи. Эскалаторный наклон здесь сопрягается с порталом не прямо, а под небольшим углом. Сам наклон приятнее, теплее, чем его собрат в южном зале. Мало того, что балюстрада под дерево, еще и свод по моде 80-х годов облицован золотистым металлом. Эскалаторы из другого торца зала ведут на зеленую Новокузнецкую, причем работают они в обе стороны. Над этим порталом висит литой портрет основателя галереи Павла Третьякова, сделанный по мотивам работы Ильи Репина. Панно с созданием «Улица», панно с портретом «Новокузнецкая». Что за лестница с рольставнями, спросите вы? Тайный проход в секретное метро 2? В очередной бункер Сталина? Нет, всего лишь задел под еще один переход на Новокузнецкую. Считается, что в далеком счастливом будущем желтый Калининский радиус соединят с желтым Солнцевским радиусом,
Пассажиропоток вырастет, и можно будет, например, организовать пересадку, как в Южном зале. Рольставни исчезнут, лестница будет вести на Новокузнецкую, а все эскалаторы с Новокузнецкой переключат на спуск. Жаль только, жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе. Но и это не точно. Третьяковская нашла свое отражение в фантастических романах и видеоиграх серии «Метро». Там она вместе с Новокузнецкой входит в так называемый бандитский треугольник. Станции населены отборными негодяями, верховодит ими авторитет по прозвищу Бугор. В декабре 2033 года оба зала подтопило, за что их прозвали Венецией. В наличии там трущобы, бар-поплавок и бордель. Экономика треугольника держится то ли на торговле, то ли на набегах на не менее криминализированный Китай-город и Октябрьскую. Если на станцию Театральная по сюжету перед атомным катаклизмом спустились артисты Большого театра, и теперь эта станция имеет некоторый развлекательный потенциал, игровая Третьяковская никаких связей с художественным миром не имеет. Это просто гнездо бандитов и террористов. В истории реальной Третьяковской было что-то вроде теракта. По счастью, без тяжелых трагических последствий. Утром 1 января 1998 года на платформе взорвалась оставленная кем-то небольшая сумочка. Дежурную по станции поранило осколками стекла будки, легкие травмы получили 2 уборщицы. Кто оставил сумку и с какой целью, правоохранительные органы так и не выяснили. А если и выяснили, сообщить в СМИ о результатах следствия они забыли. На всякий случай уточню, что если вы видите в метро бесхозную вещь, не трогая ее, сообщите о находке дежурному по станции или машинисту, если дело происходит в вагоне. Мало ли что внутри и сколько там тротилового эквивалента. Пейте воду, по возможности высыпайтесь, старайтесь соблюдать распорядок дня и, оказавшись на Третьяковской, сравните оба зала. Вдруг вам больше понравится аскетичный, чем тот, что с художниками. Если вы смотрите это видео в 2050 году, мои вам поздравления в связи с открытием центрального участка желтой линии. Или лучи сочувствия в связи с его участка неоткрытием. Спасибо вам за внимание. Может быть, этим полукреслом мастер Гампс начинает новую партию мебели. И таких видео про метро на моем канале будет больше. А может, меня заест рутина, и Третьяковская останется без сиквелов. Так или иначе, узнаете вы это, если решите подписаться. Вдруг впереди приятные сюрпризы. На прощание проблеск бесполезного знания. Самая крохотная кольцевая линия сейчас изображена на наддверных схемах в вагонах Люблинско-Дмитровской линии. Смотрите, какая малюсенькая.